Всем привет, мои котяры! Сегодня у нас последний обзор по игре по 3 богатырям, а именно 3 богатыря и шамаханская царица. Так что делайте себе чай с вкусняшками и не будем долго задерживаться, и погнали! Подпишись. Игра начинается с катсценой, которую в этот раз они нарисовали для игры. Они брали отрывок из мультфильмов. Хвалю. Приходит гонец и говорит, что надо явиться во дворец. Приходим к князю, а князь говорит, что Алёша пропал и надо его искать. Когда князь спустился вниз, дворец закрылся, находим бумажку, как работает умный дворец. Der große Vergnügen. Ja, das ist fantastisch. Тьфу ты, язык сломать можно. Да и слова срамные какие-то. Хорошо хоть картинки есть. А что если... Der große Vergnügen. Ja, das ist fantastisch. Открываем дверь через пожарную сигнализацию. Потом отправляемся к дальнему составу, заходим в канцелярию и видим, что портрет князя грязный. Вытираем портрет и находим карту. Потом отправляемся в лес и... У меня вылетела игра. Так что остальное прохождение будем смотреть по ролику. Так вот, во время блуждания по лесу находим палатку царицы. Разговариваем с царицей и пьем. Не понял. Это чего большое такое все стало? Ты чем меня опоила, ведьма? Царица ловит Добрыню и все, конец. Ладно, шучу, у нас еще Илья есть. Конец приходит и говорит, что надо явиться во дворец. Приходим, и князь говорит, что пропал Алёша с Добрыней, и надо их найти. Решаем головоломку, приходим на дальнюю составу, находим карту на мишени, и идем в лес, снова блуждаем по лесу, находим палатку царицы. Та предлагает выпить, мы выпиваем, минус богатырь, и все. Шучу. Илья не стал пить. Он, в отличие от своих коллег, умнее их. Заходим в палатку, царица оставляет нас одного, ходим, бродим, находим огромный ключ, уменьшаем ключ и узнаем, что царица их похитила. Находим какой-то странный ящик, трясем, а в ящике Добрыня с Алёшей. Еще с ними Тугарин. Находим кристаллы, решаем головоломку в 3 в ряд, делаем зелье увеличения. В то же время царица выбивает иллюзию с помощью магии. Умереть от магии – плохая примета. Богатыри находят мертвую Илью. Алёша отправляется живой водой. Дорогу источнику преграждают деревья. Договариваемся с волком, что на время дадим ему стать человеку. Превращаемся в волка, попадаем к источнику, ищем нужный источник, проверяя на цветки. А ведь так что хочешь увеличить можно. Например, возьму и удлиню себе... Да вот хоть меч. Больше ничего в голову не приходит почему-то. Находим нужный источник, приходят волки и просят собрать с дна источника статуя волчицы, которую выкинула шамаханская царица. А еще она научила волчат курить. Осуждаем. Приносим живую воду, но Илья не встает. Может, будильник разбудит? Вадим, у тебя будильник хуярит. Алло, Вадим! Алло! У тебя будильник ебашит, алло! Не получилось. А к тому же времени Илья находится в раю. Пытаемся сбежать из рая, а мы попадаем в ад, в котел. О, колывон! Когда сдохнуть успел? Отвлекаем черта, выбираемся из котла. И снова попадаем в рай, находим новый способ, как сбежать из рая, едим яблочко и... Христос воскрес. Отправляемся в Киев, а там уже правит царица. Да неужто мы когда потерпим, чтоб землей русской чужеземная баба управлять стала? Нет, ну может потом, когда веки в 19. Не спойлери! Ну-ка, ведьма, отведай силушки богатырской. Ну вот и концовка игры. Всем пока!
Шучу. Царица превращает камень только Алёша, а Илью с Добрыней выгоняет. Во время прогулки по городу находим листочки, собираем их, стучимся к Елисею, входим в дом и видим, что Забава вместе с Елисеем сидят и пьют чай. А меня чуть не позвали. Узнаем по письме, что князь находится в Британии в X веке. Что за ужас тут творится? Приходим в Лондон спустя... Сколько? Да, долго пришлось ему идти. Узнаем, что князь неплохо так покушал. Да настолько, что сумма чека вышла... Всего 10 тысяч фунтов. Ё-моё! 10 тысяч фунтов? Да офигищих рублей! Что ты там жрал? Вот, значит, эль, 18 бочек, икра белушья, ведро, цыгане, 2 табора, медведь ручной, 1, посуда битая, мебель поломанная, компенсация леди Честертон за оторванный подол, компенсация лорду Честертону за помятый доспех, да плюс чаевые. Понятно. Мать честная, может, скинешь чуток? Приходим к королю, просим денег. Денег нет, но вы держитесь. Понятно. Приходим к Рубину Гуду, просим денег. Ну, чтобы получить денег, надо выиграть футбол. Выиграем футбол. Рубин заплатил 10 тысяч фунтов. Князь по голубиной почте отправляет письмо, чтобы Добрыня отправился в Китай. А к тому времени царица начала устанавливать законы. В связи с продолжением экономического кризиса для всех россиян вводится новый свод обязанностей и меры ответственности. С этого момента право на свободу мысли отменяется. Право на собственное мнение отменяется. Право всего живого на любовь отменяется. Игра предсказала будущее. Добрыня добираться до Китая. Долго ему пришлось идти. Охранник нас не впускает и требует рассказать стих. Рассказываем стих, который нам дал вот этот китаец. Но... Это возмутительно. Да как тебе такое только в голову пришло? Я прошу тебя уйти и больше не терзать мои уши такими немелодичными звуками. Находим Аленушку, берем ее с собой, даем вдохновение китайцу. Он делает нам стих, мы его читаем, и он нас пропускает. Чтобы узнать, где находится храм дракона, надо узнать у императора. Ну, император не ставит просто так что-то говорить. Поэтому, чтобы поговорить с императором, надо совершить великое преступление. И это надеть пурпурный цвет одежды, которой ходит император. Делаем пурпурный цвет, макаем одежду и одеваем. Нас ловят, при смерти узнаем, где находится храм, и... Ладно, шучу. Добрыня рассказывает стих и показывает мои видео и ТГ канал. Восхитительно. Я платен под троном. Это шедевр. Освободите поэта. Я дарю ему жизнь. Нас отпускает, приходим в храм, делаем пирог, чтобы позвать Горыныча. Он съедает наш пирог и дает нам камень. Возвращаемся в Киев и вместе с Ильей пробираемся во дворец князя и потом к царице, и начинается кат-сцена. И на этом все. Алёша откаменел, князь на троне, все смеются, и этим заканчивается игра. Что могу сказать об этой игре? Игра получилась неплохо, есть нелогичные вещи, есть забавные шутки и так далее. Это последняя игра по 3 богатырей на ПК. Есть мобильные игры, но в них не буду играть. И на этом все. Ставь лайк и подпишись на канал. И еще подпишись на мой телеграм-канал. Всем удачи, всем не хворать, всем пока-пока.